Добрый вечер, мои дорогие, рад всех приветствовать. Сегодня мы проводим очередной ламповый прямой эфир, просто общаемся, отвечаю на ваши вопросы, как есть, без монтажа и всяких других примочек. Буду рад вашим вопросам. Все как обычно, можем сегодня подольше посидеть, так как завтра у нас выходной, завтра у нас суббота. Буду рад вашим вопросам, если таковые имеются, и обсудим важные темы, которые актуальны вам сейчас. Поэтому будьте смелыми, пишите те вопросы, которые вы хотите мне задать, а я пока отвечу на один вопрос, который... Добра, Юрий, Алексей, приветствую, Алексей. Я пока отвечу на один вопрос, который мне задают достаточно часто, и на этой неделе мне его тоже задавали. Вопрос, где учиться лучше НЛП? И у меня есть на него ответ. Конечно, я могу сразу ответить, что лучше всего учиться у меня, что будет на самом деле неправдой. Почему? Потому что карта не равна территории и не равна другим картам. А вот где лучше учиться? Сейчас постараюсь объяснить алгоритм, как выбрать школу и как выбрать, самое главное, тренера. Смотрите, мои дорогие, вам нужно выбрать человека, который вас будет обучать технологиям, с которым вам нужно будет провести достаточно серьезный промежуток времени, потому что курсы НЛП это минимум 2-3 месяца, бывает и дольше. Поэтому тот человек, у которого вы будете учиться, он должен вам нравиться. Это первое важное условие. То есть этот человек должен вам нравиться. Как понять, нравится мне этот человек или нет, когда вы выбираете свою школу, где будете обучаться НЛП, там вы находите раздел «Тренер» или «Тренеры», если на курсе работает несколько тренеров, и, соответственно, начинаете его изучать. Заходите в его социальные сети, смотрите, как он общается, что он говорит, что он рассказывает. И если вы чувствуете и понимаете, что этот человек вам симпатичен, то это первый критерий, по которому можно отфильтровать или откалибровать себе тренера, у которого вы, возможно, будете учиться. Это очень важно. И это не обязательно должен быть я. Хотя я уверен, что те, кто подписан на мой канал, я думаю, что по этому критерию я прохожу. И второй, очень важный критерий, вам должно быть все понятно, что он говорит. То есть вы должны его понимать, потому что НЛП, с одной стороны, простая модель, очень простая модель, а с другой стороны, есть много вещей, которые могут быть, на первый взгляд, не очень понятными, и важно, чтобы тренер умел доносить мысли так, чтобы вы их могли понимать. Вот это прям очень важно. Если то, что говорит тренер, вам не вполне понятно, то, скорее всего, вам будет тяжеловато у него учиться. То есть он должен быть с вами, как говорится, на одной волне и говорить на понятном вам языке. Почему это важный критерий? Потому что и у меня, и у других тренеров есть профдеформация, где мы начинаем щебетать на каком-то своем особенном языке. Это касается и НЛП-тренеров, и психологов, и коучей, коих сейчас очень много. И мы как начнем на своем особенном языке разговаривать между собой, и мы как бы оказываемся в пузыре, и нам кажется, что другие люди, если они люди разумные, должны нас понимать. На самом деле, оказывается, не так. Вот лично я с этой задачей всегда стараюсь бороться, с этой задачей в себе, чтобы быть максимально понятным. И по итогу, мои дорогие, отвечая на вопрос, где лучше учиться НЛП, найдите школу и изучите, кто там преподает. А когда вы найдете имена и фамилии этих тренеров, и будет странно, если о них ничего не известно в социальных сетях, вам нужно просто полазить по их социальным сетям и посмотреть, что он говорит, как он говорит ли он понятно для вас, и самое главное, нравится ли он вам. И тогда вы найдете своего или своих тренеров,
которые будут вам понятны и будут вам нравиться. Тогда ваше обучение будет происходить просто в кайф. Просто в кайф. Вы будете получать хорошие результаты, и все будет в этом плане у вас классно. Вот такой у меня был один заготовленный заранее вопрос. А теперь жду ваших вопросов. Можете смело их писать в комментариях к этому прямому эфиру. Ссылки на этот прямой эфир можете распространять. И будем с вами сегодня общаться в прямом эфире. Так что будьте смелее и задавайте свои вопросы. Так. А я пока размещу ссылку в нашем телеграм-канале, по которой наши друзья тоже могут присоединиться. Так, здравствуйте, привет с Камчатки. Привет, Камчатке. Из Минска. Рад всех видеть. Друзья, напоминаю, что наши ламповые эфиры, они проходят в таком формате. Мы в свободной форме общаемся, вы задаете свои вопросы, я на них отвечаю. Все будет у нас в этом плане хорошо. Обычно в начале прямого эфира у нас трансляция раскачивается, мало зрителей, но это нормально, и мне приходится быть говорящей головой. Но тем не менее, потом появляются люди, у которых есть вопросы, и я на них с радостью отвечаю. Не забывайте ставить лайки, распространять эти прямые трансляции тем, кому вы считаете, они могут быть необходимы. И пусть осознанных и счастливых людей станет в этом мире еще больше. Так, пока вы вопросы не задаете, мы можем... Что мы можем сделать? Мы можем посмотреть, какие у нас есть вопросы в комментариях. Угу. Проще будет сделать с телефона. Проще. Друзья, жду ваших вопросов. Иначе, в противном случае, вы хотя бы уже задайте вопрос, а вы сохраните запись эфира? Я вам на него отвечу. Так. Сейчас мы откроем. Вопросики. Так, у нас тут кто-то писал, что не отправляются комментарии под видео на технике, видео техника взмах. Надеюсь, эта задача решилась. Так. Так, благодарю за ролики, за марафон. В это лето пробовала давнюю мечту полевого повара. И вот вопрос, как перейти из фрилансера на руководителя? Тут минус, все хочется сделать самой. А попробуйте сформулировать ваш вопрос несколько еще более конкретным. Смотрите, вы написали, что вы
попробовали мечту полевого повара, это круто. И вопрос, как перейти из фрилансера на руководителя? И тут минус, все хочется сделать самой. Правильно ли я понял, что вы не можете перейти из фрилансера на руководителя, потому что хочется делать все самой? Правильно ли я понял, что вы не можете перейти из фрилансера на руководителя, потому что все хочется делать самой? Напишите, если я правильно понял, то у меня для вас есть хороший ответ. Думаю, он вам понравится. Кстати, ребят, а кто подписан на мой Инстаграм? У нас там страх ответственности. Вот видите, вы сами уже отвечаете на свой вопрос, что у вас есть страх ответственности. То есть ответственность вы брать на себя не говорите. А с другой стороны, мне кажется, что ваш страх ответственности несколько больше, чем страх ответственности. Давайте порассуждаем. Если вы написали, что вам хочется делать все самой, то, скорее всего, страха ответственности у вас нету. Потому что тот человек, который хочет делать все сам, он как раз-таки и берет ответственность за все. Угу. А у вас немножко страх другой. Страх это заключается в том, что когда вы делегируете, отдаете какие-то вещи другим на выполнение, вы, возможно, переживаете о том, что вы не сможете проконтролировать то, как сделают эту работу другие, и что они будут более безответственными, чем вы. Мне кажется, вот здесь надо в эту сторону покопать, и здесь будет ответ. А если говорить глобально, то смотрите, у нас есть такая метапрограмма. Она выглядит так. Лидер, одиночка, командный игрок. То есть у этой метапрограммы есть 3 полюса. Лидер – это тот, кто берет ответственность и умеет вести за собой других людей. То есть вот ему важно, ему легко, что самое главное, быть впереди стаи, условно говоря. Второй полюс этой метапрограммы называется одиночка. Одиночка – это тот, кто делает все сам, и тот, кто умеет хорошо делать все сам, но ему не интересно вести за собой. Ему просто легко и комфортно делать свои задачи так, как ему удобно. И третий полюс этой метапрограммы называется командный игрок. Командный игрок – это, соответственно, и не лидер, и не одиночка. Это тот человек, которому важно, чтобы у него было меньше ответственности, но чтобы его кто-то направлял. То есть ему важно, командному игроку важно идти за лидером, важно идти за, условно говоря, капитаном, если хотите, если брать метафору команды корабля. И вот получается, по моим предположительным оценкам, я не знаю, насколько это точно, что у вас, скорее всего, метапрограмма одиночка. Не лидер и не командный игрок, а одиночка. Хотя я могу ошибаться, так как мы с вами не общаемся вживую. Сейчас я уже перекладываю на вас ответственность, чтобы вы сами себя оценили по этой метапрограмме. И для этого случая у нас есть хорошая техника, которая называется корректировка метапрограммы. Корректировка метапрограммы. Давайте я не буду рассказывать сейчас технику, чтобы не тратить время. А просто, когда этот эфир закончится,
Я в закрепленном комментарии оставлю ссылку на видео. Там у нас, кстати, с демонстрацией. По-моему, Михаил, мужчина был на демонстрации. И вы поймете механику, как свою метапрограмму изменить в ту сторону, которая будет вам способствовать достижению вашей цели. Способствовать достижению вашей цели. Эвелита, вы, когда задаете вопрос, будьте, пожалуйста, на связи и давайте какую-то обратную связь, чтобы я понимал, о вас я говорю или не о вас, да, потому что то, что я сейчас говорю, вспоминаем первую пресуппозицию НЛП, что карта не равна территории и не равна другим картам, я сейчас высказываю только гипотезы, что может быть, то, что мне приходит на ум из моего субъективного опыта. А вы, соответственно, говорите о том, что да, это как раз про меня, либо это вот вообще не про меня. Так будет лучше, так будет более корректным мой ответ для вас, и я смогу что-то поправить. Замечательно, спасибо за ответ. Я больше командный игрок. Вот видите, у вас получается больше командный игрок, потому что вы не хотите... Видите, я могу ошибаться, потому что карта не равна территории, не равна другим картам. Я из своего субъективного опыта, видите, даю оценку и даю оценку неверную. И спасибо за эту обратную связь. Вот если вы понимаете, что вы больше командный игрок, то, соответственно, вам нужно вашу метапрограмму в сторону лидера растянуть. Как это сделать? Ну, я закреплю комментарий. У нас есть хорошая демонстрация прямо в прямом эфире с человеком живым. Вы поймете механику, как это делать. Больше разделяете ответственность. Ну да, то есть вы знаете какую-то свою минимальную ответственность, но чтобы глобальную ответственность кто-то нес, вы предпочитаете, чтобы ее нес кто-то другой. Это не хорошо, не плохо, это как есть. Очень круто, если вы понимаете и знаете свою зону роста. Очень круто, если вы понимаете и знаете свою зону роста. Надя, рад приветствовать. Мы решили в пятницу запустить наш ламповый прямой эфир с ответами на вопросы. Поэтому, если будет много хороших вопросов, значит, вы получите сегодня много хороших ответов. Эвелине, надеюсь, уже смог помочь. Хорошо, друзья, жду ваши вопросы. Чтобы стрим у нас был более динамичный. Чтобы стрим у нас был более динамичный, нужны ваши вопросы соответственно. Нужны ваши вопросы соответственно. Так. Вот мне интересно. Угу. Хорошо. Коллеги. Жду ваших вопросов. На мастерский курс цена. А вы знаете, на мастерский курс сейчас цены нету, потому что мы его не собираем. Мы его не собираем, потому что, ну, мало людей хотят прийти на мастерский. Если вы говорите про онлайн обучение, ну, я думаю, это будет $500-600 за мастерский курс, если онлайн. Если живой, это все очень сильно зависит от города. От города, ну, там будет 6 модулей, каждый модуль, ну, считайте, по где-то $120. Ну, тоже получается 6, 120 на 6, это сколько у нас получается? Короче, порядка $700. Так, сужу по тому, как я, когда в отношениях обсуждаю и действую спокойно и увереннее. Именно в отношениях более продуктивно. Спасибо. Ну, очень рад, Эвелина, что я вам помог. Можно еще вопрос? А почему вы спрашиваете? Вы можете... Так, можно еще вопрос? Можно. Можно. Я этот эфир и провожу, соответственно, для того, чтобы поотвечать на ваши вопросы. Поэтому не нужно задавать вопросы. Можно ли задать вопрос? Можете сразу задавать вопрос, и все будет круто.
и все будет круто. Задавайте классные вопросы. А классные вопросы — это те, которые вам прям очень актуальны. И тогда будет более насыщенный прямой эфир, чего мы и хотим. А то мне кажется, что вы сейчас уснете тут. И я вместе с вами. Напишите, как ваше настроение, состояние, самочувствие по шкале от 1 до 10. Ребят, а кто подписан на мой инстаграм? Если не подписаны, то обязательно подпишитесь. У меня сейчас там, кстати, в сторис лежит классный разбор, как не надо делать продажи. Знаю, что нужно делать, но откладываю, как быстро себя включать в действие. Вот знаете что? Вот интересно. Вот какая интересная история. Давайте с вами поделюсь. У меня на каждом прямом эфире задают вопрос про прокрастинацию, про цели, про откладывание на потом. И у меня была идея сделать марафон 5-дневный в Zoom. Не так, как мы в Ютубе через эфир общаемся, а чтобы мы могли голосом пообщаться. У меня даже есть план этого марафона уже сделан. Но как-то люди не захотели на него записываться, поэтому я оставил его на потом. Если вы хотите марафон против прокрастинации, если вы хотите именно начать делать и действовать, то давайте обсудим. Ну, точно могу сказать, что я не готов его делать бесплатно, потому что там такая информация, за которую стоит платить. Но потому что вы будете реально делать. Вы сделаете больше, чем вы от себя ожидаете за эти 5 дней. Ну и он должен быть очень доступным. Там стоимость, условно говоря, $20. Я не знаю, сколько это в российских рублях. Там 1500 приблизительно. Если вы хотите на такой марафон, можете писать в личку. Мария, как только я зачитал ваш вопрос, вы его удалили. Ребят, у кого нет инстаграма, можно его завести. А кто не знает, как завести инстаграм, ну ладно. Там просто у нас классный разбор есть о том, как вызвать недоверие и потерять клиента. Как лучше всего сказать человеку, который оказался токсичен, что я больше не хочу иметь с ним отношения. Ну, смотрите, давайте рассуждать. Как вы поняли, что он токсичен, Надя? Есть какие-то у вас критерии токсичности? На самом деле, если бы на вашем месте был я бы просто перестал с ним общаться. Ну вот просто перестал с ним общаться. Разрывал бы рапорт любым доступным способом. Если бы... Я же не знаю, в каких вы отношениях с этим человеком, в приятельских, может, это ваша бывшая подруга или кто-то еще. Дайте больше контекста, будем дальше рассуждать. На самом деле, самый простой способ прекратить общение – это прекратить общение. Можно просто прекратить общение, а можно сказать, я больше не хочу с тобой общаться. Но если у вас есть желание объяснить, почему я с тобой не хочу общаться, значит, вы еще не приняли решение. Значит, у вас есть какая-то легкая надежда на то, что человек воспримет эту обратную связь и скорректирует свое поведение, что случается крайне-крайне редко. Вот прям очень редко люди меняются, когда им даешь эту обратную связь. Человек чаще всего меняется, когда он хочет поменяться. Вот вы пишете, марафон — это супер идея. Ну, давайте, напишите, готовы ли вы там 1500 или $20 заплатить за 5-дневную интенсивную работу со мной, психологическую, с домашними заданиями, с отчетами, чтобы у вас сдвинулись дела с мертвой точки. Если вам интересно, вот если мы наберем, давайте так, 15 человек на марафон, то я его буду проводить. Это будет в Zoom. Можете писать мне в личку, и
и будем с этим работать. Так, когда мы общались, я очень нервничала и портила настроение себе. А когда перестали, то сразу стало все хорошо. 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 Ребята, давайте так. Знаете что? По поводу марафона. Я реально собирался его запускать, но так как не увидел обратной связи достаточной, люди не стали интересоваться им, я решил эту идею оставить. Я знаете, что вам сейчас сделаю? Вот что я сейчас сделаю. Я вам пришлю ссылку на чат лично со мной в Телеграме. Вы по этой ссылке можете перейти и написать мне слово «марафон». Марафон против прокрастинации. И если я наберу должное количество участников, чтобы мне было комфортно работать с ними, стоимость будет $20-1500 России. Пишите мне в личку слово «марафон». Если вам это окей, то мы с вами в течение 5 дней интенсивно поработаем. Я буду сам тоже выполнять задания этого марафона, потому что мне это тоже необходимо. Так, я продолжу отвечать на вопрос Нади. Так, легкой надежды нет на восстановление отношений, но я поняла, что этого человека больше не хочу вообще, и нет желания, чтобы он меня сам контактировал. Ну, Надя, давайте так, ответьте себе на вопрос. Хочется ли мне быть хорошей девочкой? Хорошей девочкой, хорошей, культурной. Это первый вопрос. А второй вопрос звучит так. Что мне мешает? Что мне мешает не отвечать на сообщение этого человека? Сказать ему, что я больше не хочу с ним общаться, и вообще забанить его, заблокировать везде, где только можно. Вот, отвечайте на этот вопрос для себя. А на последний вопрос, что мне мешает забанить его, сказать ему, что я не хочу с тобой общаться больше, можете писать вот сюда в чат. И попробуем дальше разобраться. Потому что дальнейший путь зависит от того, что вы напишите. Хорошо, ребят, кто хочет на марафон, несмотря на то, что смотрите вы в записи, либо смотрите вы здесь, смотрите, что сейчас будет происходить. Вы написали мне в личку «Хочу на марафон». Этого достаточно. Я оставлю эти сообщения непрочитанными, чтобы их не потерять. Я специально всегда так делаю. То есть вот написали «Хочу на марафон», и когда у меня наберется, ну, хотя бы 15 человек, чтобы этот марафон, он был... Потому что, понимаете, в таких марафонах, которые про цели, про движуху, важно, чтобы были люди. То есть должна быть команда, группа поддержки и люди, которые с тобой двигаются к своим целям. Почему я не готов его просто, знаете, записать в видеоформате и продавать его по тем же 1500? Потому что нужна именно обратная связь и нужны именно те люди, которые хотят этим заниматься. Кстати, друзья, знаете что? У меня же даже есть лендинг-страница под этот марафон. Я тут вам говорю писать мне в личку. Ну, то, что вы написали в личку, это хорошо. А также вы можете, знаете, что сделать? Вы можете прям зарегистрироваться на марафон, дать вам ссылку. Там есть небольшое описание. Приблизительно, что мы будем делать. Приблизительно для чего я даю. Чтобы у вас не было какого-то сопротивления. Мы там внутри будем делать намного больше, чем написано на этой страничке. Если вам дать ссылку, напишите, дайте ссылку, а мы продолжим еще с Надей общаться. Так, я вам сейчас дам. Знаете, как я назвал этот марафон? Я его назвал «Неудержимые». Там на страничке написана дата 15 августа, но она уже не актуальна, как вы понимаете. Но описание в целом релевантное. Стоимость тоже релевантная.
1590 либо $19. И можете еще на всякий случай здесь зарегистрироваться, чтобы вы у меня не потерялись. В личку написали, я вас оставлю непрочитанными, чтобы знать, что вы хотите и вы пойдете. Ну и еще дополнительно можете зарегистрироваться по ссылке, чтобы вы были в базе. Наберем 15 человек и сразу стартанем. Мне этот марафон самому очень интересен. Я периодически себе сам такие марафоны устраиваю раз в год где-то. Поэтому давайте. Так, Надя, и тем временем я жду, знаете что? Я жду ваши комментарии и ответы на вопросы. Первый вопрос был, хочу ли я быть хорошей девочкой, а второй вопрос, что мне мешает забанить этого человека везде и сказать, что я с ним больше не хочу общаться. Ура, ребят, вижу. Так, все вопросы, которые сейчас будут в чате, не переживайте, оставайтесь на связи, мы сейчас с Надиным вопросом разберемся, и я отвечу на все вопросы. Поэтому вопросы можете писать, и будете получать ответы на свои вопросы. Я так понял, вы все побежали записываться на марафон. Ребят, не переживайте, в описании к этому видео я тоже размещу ссылку на марафон. И все будет хорошо. Все сообщения, которые вы мне написали, они будут висеть непрочитанными, но мы пойдем и сделаем это. Сейчас скажу. 1, 2, 3, 4. Вот, 4 человека мне уже написали, я хочу на марафон. Смотрите, нам осталось набрать 11 человек. Прям важна очень движуха. Поймите, что тут не вопрос денег. Почему он не может быть бесплатным? Потому что вы должны за это что-то заплатить, чтобы была ценность, ощущение ценности. Почему он не должен быть дорогим? Потому что он не должен быть дорогим. Почему должны быть люди? Потому что в команде двигаться к своим целям намного интереснее. Надя, жду вашего ответа. Или, Надя, если вы уже решили с этим не разбираться, мы пойдем дальше. Я буду отвечать на следующие вопросы, а вы просто дайте мне знать, что я все поняла. Когда начинается марафон, Надя, у нас нету даты. Давайте мы начнем этот марафон. Может, он начнется, не знаю, со следующей недели. Наберем 15 человек и пойдем сразу достигать целей. Я еще порекламирую его немного. И пойдем. Давайте так. Кто уже записался, я обязательно вам за неделю сообщу. То есть вот у нас наберется 15 человек, и через неделю сразу стартуем, чтобы вы успели подготовиться. Там будут прямые эфиры по 30-40 минут, но не такие прямые эфиры, а будем в зуме прям вживую общаться. А вы, Надя, кстати, у нас будете скоро на прямом эфире в курсе NLP практик. У нас будет разбор пресуппозиции NLP. Вживую будем прям прорабатывать. Поэтому, Надя, мы с вами всегда на связи. Надя у нас учится на курсе. И Ирина, по-моему, тоже учится. Хорошо, друзья. Давайте, пока Надя не отвечает мне на вопросы, я зачитаю в порядке очередности. Добрый день. Недавно на канале есть у меня в голове стереотип, что NLP – это по большому счету зло и всякие токсичные манипуляции. Можно пару аргументов в пользу обратного. Ну, смотрите, так как я в этой теме уже давно, и я вам честно скажу, мне надоело, искренне надоело давать аргументы, почему это не так. Поэтому, знаете, я какой сейчас даю аргумент? Вот
НЛП – это хороший инструмент для управления собой, для понимания себя и понимания других людей. И я не вижу смысла это кому-то доказывать. Ни вам, ни другим людям, которые пишут, что это не работает или там какой-то стереотип. Вот вы лучше задумайтесь, откуда у вас этот стереотип взялся. Почему я не буду доказывать и приводить аргументы? Потому что, наверное, НЛП это не для всех. Не для тех, кто считает, что это токсичные манипуляции и все, что вы написали. Вот если вы считаете, что это токсичные манипуляции, продолжайте так считать и не изучайте НЛП. Зачем самого себя насиловать? Если же вы находитесь в состоянии сомнения, полазьте по нашему каналу. Не по этому, а по тому, который у нас большой, с видеозаписями, который основной. Этот канал для прямых эфиров, чтобы я отвечал на ваши вопросы. А на основном канале у нас огромное количество видеозаписей. И посмотрите какие-то видео, возьмите, попробуйте применить какую-то технику. Если она вам поможет, если она у вас сработает, то, наверное, вы поймете, что НЛП это полезно и не совсем о том, что вы думаете. Ну а если не поможет, продолжайте думать так. Я вот так сформулирую свой ответ. Я считаю, что НЛП это не для всех. И точно это не для тех, у кого есть стереотипы о том, что это грязные манипуляции. Есть такое мнение у многих людей, и это мнение появилось по определенным причинам. Потому что это мнение стали распускать те люди, которые вообще даже не пробовали понять и разобраться, что это такое. Если вы заинтересованы в том, чтобы понять и разобраться, что это такое, хотя даже если это так, вот даже если допустить, что НЛП это там грязные манипуляции и токсичные и все такое, а какая ваша цель? Ваша цель понять, что такое НЛП, или у вас есть какая-то цель другая? Вы хотите лучше научиться общаться с другими? Или вы хотите лучше понимать себя, лучше общаться, строить более доверительные отношения? Вот оттолкнитесь от своей цели и сделайте соответственные выборы, чтобы понимать, что есть что. Так, вот Надя ответила. Да, Юрий, спасибо, я так и сделаю. А совесть мучила, что будет некрасиво поступить, а надо бы, чтобы совесть не мучила, просто поступить и все. Вот почему я вам, Надя, и задал вопрос. Не хочется ли вам быть хорошей девочкой? Какой-то есть мем про хороших девочек. Блин, забыл. Есть же какой-то хороший мем, что хорошие девочки там что-то... Я так красиво не вспомню. А плохие девочки получают то, что хотят. То есть пора уже отказаться от этой идеи, быть хорошей девочкой, быть идеальным человеком. Мы живем в неидеальном мире среди неидеальных людей. И я не исключение, никто из вас не исключение. Вот я не идеальный, вот со всех сторон не идеальный. Майка у меня криво сидит, прическа у меня неровная, там. Говорю я с запинками, иногда слова не выговариваю, иногда шепелявлю. Но я вот такой, как есть. И это правда жизни. И знаете что? Самое интересное. Есть много людей, которые считают меня нехорошим человеком. Я уверен, что есть люди, которые меня считают нехорошим, неприемлемым для общения. Окей. Есть хорошая фраза на этот счет. Я не деньги, чтобы всем нравиться. Да. Так вот, Надя, вы тоже осознайте, что вы не деньги, чтобы всем нравиться. И не надо пытаться ответить красиво. Надо просто обозначить свою позицию, что я с тобой не хочу общаться. И все. Понимаете, если человек адекват,
он это поймет. Если он неадекват, он начнет дальше токсично изливаться. Да? Ну, то есть, почему я говорю, если человек адекват? Если человек адекват, то он, во-первых, поймет, а во-вторых, постарается что-то сделать с собой, начать вести себя по-другому. Потому что, может быть, ему, кроме вас, об этом никто не говорил. Вы еще ему и пользу создадите, благодаря тому, что дадите ему обратную связь. Ну, а если не совсем адекват, то пусть ищет себе другую жертву. Так. Стереотип из мемов, каких-то разговоров знакомых. Ну вот смотрите, вы почему-то складываете свое мнение из каких-то мемов и от каких-то знакомых, которых, может быть, вы даже не можете вспомнить. И еще другой вопрос. Эти люди изучали НЛП, применяют НЛП. Скорее всего, нет. И порой бывает очень обидно за людей, которые доверяют не своему мнению, а дают на откуп свое мнение, что дают кому-то сформировать свое мнение. Вот это очень важно. И сейчас мы живем в веке информации, и очень важно развивать свое критическое мышление. Вот Эвелина пишет, у меня тоже были сомнения насчет НЛП, но я просто попробовал одну из техник отсушка, и она дала реальное облегчение. Потом еще изучала дело, результат есть, мне нравится. Ну вот видите, тут, знаете, я никого не призываю. Тут уже вопрос такой, попробовал, получилось. Знаете, что я еще могу вам сказать на этот счет? Разные тренеры НЛП преподают по-разному. Почему? Потому что каждый НЛП-тренер, он преподает НЛП через призму своих ценностей. Вот у меня нету такой ценности, как манипулирование другими. Если бы у меня была такая ключевая ценность, то, возможно, я бы тоже преподавал НЛП через призму манипулирования другими людьми. Но есть такие тренеры, у которых есть такая ключевая ценность. Также у меня, допустим, есть ценность саморазвития, да. Я глубоко убежден и верю в это, и знаю это, что с помощью техник НЛП можно очень здорово скорректировать и направить свою жизнь в нужное русло, куда ты сам хочешь. Можно лучше понять себя, понять свои ценности, понять свои цели, выстроить план, двигаться туда, куда ты хочешь. У меня это у самого очень хорошо получается, и я этому по большому счету обучаю. То есть я преподаю НЛП через призму, условно говоря, саморазвития. Я верю глубоко, что НЛП – это очень мощный инструмент для обучения и понимания. И, в принципе, НЛП, основателями НЛП, никогда не создавался как инструмент манипуляции. А НЛП создавалось как инструмент моделирования, то есть быстрого обучения. Найти человека, который умеет что-то делать хорошо, быстро снять его модель и быстро научиться это делать самому и научить других. Вот изначальная предпосылка создания НЛП. Там вообще ничего про манипуляции не было. Но так как в разных культурах разная среда, кстати, могу сказать, что вот почему-то, давайте так, в русскоязычном регионе бытует мнение, что НЛП – это сплошная манипуляция. И если смотреть уже глобально, то не в нас ли самих эта проблема? Да? Я имею в виду общество глобальное, русскоязычное в целом. Если мы так считаем, значит, мы ищем какие-то способы, чтобы кем-то управлять. Не экологично. Ну ладно, это уже такая, знаете, философия пошла от Юрия Пузыревского. Не буду вас грузить высокими материями, но это важно. Так, ссылку на марафон можно отправить друзьям, подкрепите ее под этим видео. Да, я подкреплю под этим видео, но вы можете отправлять, но лучше вы им расскажите сначала об этом и потом отправьте ссылку, потому что просто отправив ссылку, прочитав
то, что они там прочитают, я думаю, что это их не убедит. Вам нужно объяснить им, почему будет круто пойти на этот марафон. Можете отправлять. Ссылку подкреплю обязательно и в закрепленном комментарии, и в описании к этому эфиру после того, как он закончится. Юрий, доброй ночи. Вы когда-нибудь участвовали в роли медиатора? Ну, смотрите, я не участвовал в роли профессионального медиатора, потому что я не обучался этому, и у меня нету там сертификата. Ну, методологию я знаю. Если говорить, ну, есть же такое направление, да, медиация, решение конфликтов во внесудебном порядке, да, то есть у меня жена профессиональный медиатор, то есть она этому обучалась. Если говорить про роль, то очень часто, когда ко мне приходят семейные пары, там я участвую в роли медиатора, ну, такого внутрисемейного, когда еще до судебных разборок все это дело не дошло. Вот так я отвечу. Анализировали ли вы какими-то своими способами политическую ситуацию в РБ с психологической точки зрения? Например, высказывания властимущих или противоборствующей стороны. Подмечаете какие-то моменты? Ну, давайте я вам отвечу. Я же не могу вам сказать, что я не анализировал. Да, я много анализировал, и многое вижу, и многое знаю, и многое понимаю, но я держу свое мнение при себе. Если вы хотите, чтобы я вам начал высказывать здесь свое мнение я могу высказать своим друзьям, близким, супруге могу высказать. Но в публичном поле я свое мнение не высказываю, и, наверное, вы понимаете, по каким причинам. Во-первых, есть одно правило у меня на канале, на всех моих курсах, тренингах, каналах. Мы не разговариваем о политике и не разговариваем о религии. То есть я сознательно эти вещи не завожу, потому что на то есть определенные причины. Вот. Поэтому, конечно, все анализирую. Я, наверное, слишком анализирую. Иногда от этого анализа не очень хорошо становится, от понимания. Но свое мнение я буду оставлять при себе. Как становится тренером НЛП? Ну, наверное, люди становятся тренерами НЛП по-разному. Ну, во-первых, нужно иметь психологическое образование. Во-вторых, нужно пройти ступень практик НЛП, нужно пройти ступень мастер НЛП и пройти обучение на ступени тренера НЛП и получить соответствующий сертификат. Вот так и становится. Но с другой стороны, если вы хорошо в этом разбираетесь, вы можете уже хоть сейчас быть тренером НЛП. Вам никто это не запретит. Вот такая история. Вот мне Эвелина подсказывает. Хорошие девочки отправляются на небеса, а плохие куда хотят. Вот, Надя, вам, кстати, да. Я не мог вспомнить этот мем. Да, хорошие девочки отправляются на небеса, а плохие туда, куда хотят. Поэтому, Надя, прекращайте уже быть хорошей девочкой. Здесь вопрос, чтобы вы приняли просто свое решение, что вы уже не хотите общаться с этим человеком. Хорошо, живенько у нас сегодня. Рад быть вам полезным. Рад отвечать на ваши вопросы. Ссылка на марафон. Давайте еще раз сброшу. Вы можете параллельно просто мне написать слово в личку «марафон», чтобы этот проект реализовался. Будем становиться неудержимыми. И также сброшу ссылку на личное сообщение со мной. Можете написать «марафон». И я тогда буду иметь вас в виду.
Друзья, жду ваших вопросов. Там по ссылке у нас нету регистрации, у нас там сразу оплата идет. Ну, оплата и будет вашей регистрацией, в конце концов. Так, у меня вопрос вверх уехал повторить, но давайте я посмотрю. Так, сейчас, Эвелина, спасибо. Есть мужчина, который мне нравится. Я вижу интерес ко мне. У нас общее увлечение, но я знаю неприятные факты о его поведении. Как массажиста. Доверять ли своим чувствам? Как проверить? Неприятные факты. Ну вот смотрите, вот мне кажется, что вы себе сами противоречите. Есть мужчина, который мне нравится. Это окей. Но есть вещи, которые мне в нем не нравятся. Так вы определитесь, он вам нравится или он вам не нравится. Я подозреваю, какие там факты, как о массажисте о нем могут быть. Но тем не менее. Мне тоже, кстати, иногда приписывают такие факты. Суть не в этом. Суть в том, что вы просто поймите, что эти факты, которые вы знаете, они уже из вашей памяти никуда не денутся. Вот вообще никуда. Не исчезнут они. Вы будете эти факты знать. Готовы ли вы принять такого мужчину, который с такими фактами? Если готовы, то окей. Если вы знаете, что вы не будете об этом переживать, не будете задавать ему вопросы, не будете его подозревать, а не занимается ли он этим, продолжая уже общаясь с вами там и так далее. А если вы изначально заходите в отношения с недоверием, да, если вы изначально понимаете, вот здесь очень важно на этом этапе просто ответить себе на вопрос. Готова ли я принять этот факт или эти факты, что вот они были. Я не знаю, будут они или не будут, но будете ли вы об этом переживать в дальнейшем и подозревать его в чем-то. Если будете, если вы себя знаете, что вы не сможете об этом забыть, то, наверное, вам не по пути. Хотя я вам здесь не советчик на самом деле. Но просто вот здесь задуматься о том, немножко в будущее прокатить. Вы представьте, что вы начали с этим мужчиной отношения и знаете эти факты. Ну, допустим, вы там уже год с ним там живете, встречаетесь, общаетесь и знаете эти факты. Представьте, вы через год сможете быть спокойной, ему полностью там доверять, как вы хотите, или нет. И мне кажется, это хороший вопрос для того, чтобы понять в своей ситуации, что есть как. Так, благодарю за ответ. Хорошо, друзья, можете задавать свои вопросы. Можете задавать свои вопросы. Наконец-то у нас стрим становится по-настоящему живым, что не может не радовать. Сколько мы с вами уже общаемся? 58 минут. Не устали еще? Если не устали, пишите свои вопросы. Я именно поэтому сделал в пятницу, чтобы перед выходными мы могли с вами провести время побольше. Жду ваших вопросов. Давайте, знаете, что сделаем? Мне нужно отойти на 3 минуты буквально. Ребят, сейчас будет заставка с обратным отчетом. Я на несколько минут отойду, а вы пока пишите свои вопросы. Я вернусь и начну на них отвечать.
Так, ребят, я вернулся. Смотрю, вы... Так, какое интересное предложение Эвелина ответила. Очень интересно, спасибо за ответ. Пожалуйста, Эвелина, всегда, когда надо принять какое-то решение, нужно хорошо подумать, да, и позадавать себе вопросы. Это важно. Спасибо за ответы, спасибо за эфир. Пожалуйста. Мария задает вопрос. Как вы получаете ответы от подсознания? Да, нет. Знаете, иногда бывает да, нет. Иногда бывает да, нет. А чаще всего бывают какие-то образы. Какие-то образы. Чаще в виде картинок. Бывает среди какого-то внутреннего диалога. Ну, чаще все-таки от каких-то картинок. А еще у меня есть такой образ из наблюдений за собой. Ну, то есть я знаю, что у меня может в голове, причем неважно, с открытыми я глазами или закрытыми, всплыть образ определенный. Я не буду говорить, что это, но суть не в этом. И это является для меня сигналом, что да, вот в эту сторону стоит пойти. Ну, то есть сейчас поясню, как это происходит. Обычно, ну, это происходит так у меня, так как я за своим бессознательным слежу уже достаточно долго. У вас это может происходить не так. Ну, если интересно, просто поделюсь. То есть я могу думать о какой-то задаче, а обычно как мы думаем? У нас же обычно в голове каша. У нас мысли сменяются одна другой, где-то что-то увидели, где-то что-то пришло какое-то уведомление, ну и так далее, и так далее. И я обратил внимание, что если я о чем-то думаю, крутятся у меня какие-то мысли, и у меня бывает, что в момент этих мыслей у меня какой-то вот этот мой условный внутренний сигнал, он проскакивает. И это является для меня сигналом, что да, вот в эту сторону следует двигаться. Ну, вот таким образом у меня происходит общение с подсознанием. Но это, знаете, из длительных наблюдений, я вот так скажу. Хорошо, мои дорогие. Кто хочет записаться на марафон против прокрастинации и за 5 дней начать делать то, что долго откладывал, можете написать мне либо личное сообщение, ссылки есть выше, либо можете прям сразу зайти и сделать оплату по ссылке на странице, которую я вам сбросил. И проведем этот марафон. Все ссылки оставлю в описании к этому эфиру, когда он закончится. Так, кто-то пробовал оплатить. И платеж, насколько я понял, пока не прошел. Мария Береза пробовала оплатить. Мария, что у вас произошло с оплатой? Как будто транзакция не до конца прошла. Ну ладно, разберемся с этим вопросом. Может быть, он еще допройдет. А, вот у Марии прошел. Мария, я вас поздравляю. У нас первая участница марафона. Мария уже оплатила и будет у нас учиться. Будем вместе достигать целей. Хорошо. Друзья, можете последовать примеру Марии. Мария, все вижу, все прошло. Можете быть спокойны. Юрий, есть ли в НЛП какие-то практики, которые могут быстро и безболезненно сепарироваться? Ирина, напомните, вы, по-моему, у нас есть на курсе. Но даже если вы у нас не на курсе, на моем основном канале есть два видео, где я рассказываю про технику отсушка. Причем рекомендую первую, где мы понимаем ценности, за которые мы держимся, и от них как бы отсоединяемся. Вот техника отсушка помогает сепарироваться. Очень хорошо помогает сепарироваться. Ну вот, причем первый вариант, я вам рекомендую его так вдумчиво сделать. Мария, вы мне пишете, жду дальнейшей информации о марафоне. Я уже всю информацию
которую можно выдать, выдал. Единственное, что я оставляю ваше сообщение непрочитанным и сброшу вам уже дату. Это единственное, что я вам добавлю об этом. Да, Ирина, вы проходите курс. Да, у нас на курсе мы еще не дошли до этих техник, до техники отсушка, но на моем канале в открытом доступе уже есть два варианта. Да, есть два варианта техники отсушка. И вам это значительно поможет. Но прям подойдите. Знаете, многие люди хотят просто там то, что я говорю, подойти сознательно, ну, потратить час времени. Ну, час времени, чтобы подумать, поосознавать, а за какие действительно ценности я держусь, что меня там держит в этом человеке, чего мне не хватает, какого внутреннего ресурса мне самому или самой не хватает для того, чтобы не держаться за этого человека. Вот на этом люди и сливаются. Они хотят по-быстрому там, оп, закрыл глаза, 10 минут прошло, и чтобы это все произошло. На самом деле вопрос сепарации, ну, от родителей, либо от кого-то другого, это такой вопрос, ну, он требует осознания, да, то есть, что такое сепарация? Это такое окончательное взросление, да, когда мы уже считаем себя взрослым человеком, самостоятельным, до 1 сентября. Ну, смотрите, Мария, это будет зависеть от того, как быстро мы наберем участников. Вот, чтобы было круто и комфортно, нужно хотя бы человек 15. Вот. 1 сентября у нас когда? Сейчас я открою календарик свой. 1 сентября у нас уже чуть больше, чем через 2 недели. Ну, если у нас оставшиеся 11 человек подтянутся вот за эти 3 дня, то мы прям в понедельник и стартанем. Если не подтянутся, то, соответственно, позже. Как стать миллионером? Ну, смотрите. Вопрос ММА-файтер. Если бы я знал ответ на этот вопрос, то, наверное, я бы вам не рассказал. Может быть, и рассказал, я не знаю. Но даже если бы я был миллионером, и вам его рассказал, свой способ, свой секрет, то я уверен на 99%, что он вам бы не подошел. Потому что любой результат, он имеет какие-то свои обстоятельства. Вот вы задаете этот вопрос, а на самом деле, вот если в интернете поковыряться, вот вы забейте, как стать миллионером, вы найдете кучу, просто нереальную кучу информации бесплатной, книги, PDF-ки, аудиокниги, вебинары, тренинги в бесплатном доступе, в платном доступе, в дешевом доступе, в дорогом доступе. Но самое интересное, что имея это все обилие информации, люди миллионерами так и не становятся. Почему? 2 причины. Либо модель не подходит, либо не подходит сама модель, либо человек тупо сидит на жопе ровно. Вот 2 причины. Если кто-то из миллионеров вам рассказывает, как стать миллионером, то он вам рассказывает чистую правду. Но он рассказывает от всей души свою правду, как именно он, именно этот человек со своими метапрограммами, убеждениями и так далее, своими исходными данными стал миллионером. Это зависит и от того места, где вы находитесь, и от убеждений, ну и от много чего другого, и от характера человека, и темперамента, ну и так далее. Поэтому мой ответ такой. Так, я уже поняла уже из вашего комментария, за что я держусь. Ну, смотрите. Это очень хорошо. Так, Надя, а будет ли запись марафона? Ну да, для тех, кто участвует в марафоне, он будет в записи. А для тех, кто, возможно, захочет купить запись, посмотрим. Может быть, и сделаем такой продукт, чтобы люди могли его покупать в записи. Ну, всегда рекомендую проходить вживую,
Ну, насколько это возможно. Я понимаю, что у нас, Надя, с вами разные часовые пояса там и все такое. Но, тем не менее, даже если вы будете там не присутствовать на занятиях, то вы всегда сможете там в чат задать вопрос, или даже если вы зададите вопрос, то на следующем эфире, там, в следующий день я смогу на него развернуто ответить на нашем Zoom-звонке. Поэтому не переживайте, Надя, будут записи, для вас так точно. Ну, в смысле, для всех, кто уже принял решение и кто-то уже даже оплатил, кто-то уже даже хочет пройти до 1 сентября. Записи будут. Давайте, друзья, классные вопросы у нас сегодня. Больше всего мне понравился вопрос, как стать миллионером. Я бы человеку, который еще не является миллионером, такой вопрос не задавал. Хотя, я думаю, ММА-файтер просто прикалывается. Ему интересно, как Юрий будет выкручиваться из этой ситуации. Хорошо, друзья, давайте еще какое-то время пообщаемся. Можете позадавать и странные вопросы. Буду отвечать как смогу. Но и напоминаю, что благодаря этому прямому эфиру мы уже замутили марафон против прокрастинации, который называется «Неудержимые». ММА-файтер, вы хотя бы напишите свое имя. Вы часто бываете на наших эфирах, но я до сих пор не знаю, как вас зовут. Хотя, может, это тайна. Кстати, друзья, а кто у нас из присутствующих не учится на моем видеокурсе НЛП практика? Интересен вопрос, а почему? Хорошо, мои красавцы и красавчики. Красавицы и красавчики. Будут у нас сегодня еще интересные вопросы? Максим, очень приятно. Как понять, где прокрастинация, а где нет? Ну, смотрите. Где прокрастинация, а где нет? Надь, ну что такое прокрастинация? Это когда я откладываю важные для меня дела на потом. Вот это и есть прокрастинация. То есть я из раза в раз какие-то важные вещи для себя откладываю. Вот и все. А причин у того может быть невероятное множество. Может быть невероятное множество. Эвелина, я так и не пошла на курс. Эвелина, что с вами случилось? Почему вы не пошли? Мы скоро будем уже ставить на него нормальную стандартную цену. Это он пока в летнем режиме, пока еще все записи не обработал и не выложил, продается в 2 раза дешевле. Я вот, например, давно не развиваю свой YouTube-канал. Думала прокрастинация, а потом поняла, что просто нет новых идей для него. Ну, смотрите, наверное, у вас не прокрастинация в плане вашего YouTube-канала, а, как мы это называем, ютуберы, творческий кризис. Ну, в таком случае нужно просто отдохнуть, да, и перестать себе парить мозг о том, что я чего-то не делаю. Вот просто перестать себе парить мозг, дать себе время и возможность не думать об этом, потому что когда мы постоянно генерируем контент,
происходит в какой-то момент такая история, что да, мы действительно сталкиваемся с вопросом, а что я буду снимать? Я уже все, что хотел, все, что знал, уже все рассказал, да? А повторять по 300 раз одно и то же не очень хочется. Поэтому, смотрите, вот вы даже можете по моим каналам посмотреть, что на моем основном канале сейчас редко выпуски выходят. За лето, наверное, 2 или 3 выпуска вышло. И здесь, на живом канале, я сейчас не делаю тематических эфиров, а делаю вот такие просто живые встречи, где отвечаю на ваши вопросы. Почему? Потому что, если помните, я недавно ездил в отпуск, там, в июле месяце, и говорил, что я понял, что я выгорел. Я понял, что я реально устал. И я столкнулся с этой задачей. И тут очень важно себе разрешить какое-то время этим не заниматься. То есть отдохнуть. Вот я сейчас отдыхаю. Я сейчас с вами общаюсь, отвечаю на те вопросы, которые вы задаете. Но я к этому не готовлюсь, не трачу время, потому что у меня есть чем заниматься и так далее, и так далее, и так далее. То есть я сознательно себе разрешил вот период 3 месяца, лето, я не буду активно налегать с контентом, потому что я устал. Просто устал. И я разрешил себе об этом не думать какое-то время. И когда я уже отдохну, а я уже себя чувствую почти отдохнувшим, то снова начнутся и регулярные выпуски, и так далее, и так далее. Потому что когда вы не отдохнувшие, смотрите, творчество рождается из эмоций интереса или радости. Вот там есть креатив. А мы здесь с вами говорим про все-таки креатив. И если вы будете находиться, условно говоря, в состоянии истощения, то у вас получится, фиговые видео. Вам их придется из себя выдавливать. И, наверное, зрителям такие видео тоже будет не очень хотеться смотреть. Вот я выгорел, слушайте, я посмотрел на свой основной канал, вот я его 2 года активно вел, и за это время у меня вышло там больше 270 видео. Поверьте, это прям очень много работы. Там и эфиры, в большей степени там записанные видеоролики, смонтированные. Это прям большой кусок работы. Я когда смотрю назад, я думаю, вот это я, постарался, да. Вот это я молодец. И не мудрено, что приходит усталость. Сейчас я отдохну и с новыми силами. Точно так же и вы, Надя, можете дать себе возможность отдохнуть и с новыми силами заняться своим YouTube-каналом. Так, расскажите про курс NLP практик. Сколько уроков там есть? Давайте мы, знаете, как сделаем сейчас, Эльвира? Я вам сейчас открою страницу курса и буду рассказывать. Прям открою страницу курса и буду рассказывать, чтобы это было понятно, доступно не только для вас, но и для тех, кто будет смотреть в прямом эфире, точнее в записи этот прямой эфир. Сколько уроков и так далее. Сейчас я переключу, чтобы вы видели мой экран. Так, экран появился, и вот я захожу на страничку курса. Кстати, давайте я вам ссылку в чат сброшу, чтобы вы могли еще и на него записаться, если вам захочется. Итак, что у нас за видеокурс? Это видеокурс, это набор видеоуроков. Сколько видеоуроков? То есть, условно говоря, у нас видеокурс разделен на 2 части. Первая часть – базовый пакет, второй – продвинутый. Будут потом впоследствии продаваться по отдельности, но пока продается все вместе. Это онлайн, это больше, чем 100 видеоуроков записанных. То есть вы смотрите записи, в каждом видеоуроке есть определенные домашние задания, которые вы выполняете под свою ответственность.
под свою ответственность. Кому подойдет? Новичкам, кто только изучает НЛП. Для чего? Потому что я рассказываю достаточно подробно и понятным, простым языком. Те, люди, которые у нас учатся в чате, дадут обратную связь, что у нас на курсе и есть и видеоуроки, и домашние задания, которые нужно выполнять. И одновременно есть обратная связь. Если кто-то в чате пишет, у меня там что-то не получается, я, как правило, голосовыми сообщениями пытаюсь помочь человеку понять, в чем его затык. Дальше. Раз в месяц у нас есть онлайн-видео-встреча. Вот, кстати, следующая встреча у нас будет в это воскресенье. Мы каждую тему, которая есть на курсе, мы ее прям прорабатываем вживую. Это будет продолжаться, минимум 2 года. Вот я для себя такую цель поставил, что 2 года я буду с участниками видеокурса встречаться, и мы будем прорабатывать по возможности все техники. Если будут техники, которые всем понятны, и не возникло никаких вопросов, то мы их прорабатывать не будем. Потому что, есть такие техники, которые всем понятны. Но в целом мы за 2 года проработаем все. И записи этих проработок тоже остаются. Дальше. Почему NLP-практикам, кто уже проходил NLP-практик, это полезно? Потому что у вас просто, по большому счету, есть большой видеоучебник, разделенный по определенным главам, моделям и техникам, которые вы в любой момент можете посмотреть, вернуться к этому, вспомнить, как это было, и у вас просто есть такой хороший инструмент. И тот, кто является экспертом, это если вы коуч, либо психолог, и вы хотите обзавестись дополнительными инструментами. Теперь по программе. Вот смотрите, у нас тут на сайте есть 4 таких больших блока. Первый блок – это техники эффективной коммуникации. И здесь у нас чуть-чуть истории, этапы коммуникации, калибровки, подстройки, техники установления рапорта, слова, предикаты, глазодвигательной стратегии, пресуппозиции и так далее, и так далее, и так далее. Очень много всего. Вот это первая, одна из 4 частей. Первый блок, условно говоря. В курсе 100 видеоуроков, но я еще до конца их не записал, но у меня есть уже четкий план, там уже получается больше. Вот так получается, потому что меня когда прорывает, я начинаю выдавать очень много. Так, идем ко второму блоку. Техники и модели изменений. Это самый такой большой и объемный блок на самом деле. Тут и трехпозиционка, и ассоциация, диссоциация, и субмодальность, и метамодель языка, модель ТОУТ, и якорение, модель хорошо сформулированного результата, взмах, генератор нового поведения, и много-много всего. Вы на сайте потом это все прочитаете. Здесь очень много уроков. Дальше мы переходим уже ко второй половинке. Это то, что называется продвинутый. Здесь у нас будет целый блок, посвященный эриксоновскому гипнозу. Как вы видите, здесь тоже достаточно много техник, понятий, демонстраций и так далее. И уже на последней четвертинке курса продвинутые техники: 6-шаговый рефрейминг, реимпринтинг, изменение личностной истории, активное мечтание, метапрограммы, и так далее. И в конце, я уже немного заходя на курс мастер, чтобы вы понимали, что на этом курсе ваше изучение НЛП не останавливается, покажу, когда вы уже будете знать всю ту базу, которая изначально вы прошли, как можно моделировать, как можно выявить в себе свою успешную стратегию. К этому времени вы уже будете знать многие термины и понятия и технологии, как это работает, выявить в себе успешную стратегию и перенести ее на другую сферу жизни. Например, у вас с деньгами все классно, а с мужчинами у вас все не классно. Вы сможете уже, пройдя весь курс, понять, а что я делаю, свой алгоритм, чтобы у вас с деньгами было все классно, и перенести эту стратегию на отношения с мужчинами. Или наоборот, у вас с мужчинами все классно там, а с деньгами все не очень. Можно будет понять, что вы делаете такого с мужчинами, что у вас все классно, там, какие у вас есть убеждения, какие у вас навыки и так далее, и так далее. Поймете свою стратегию и сможете перенести ее на любую сферу жизни, там, на деньги, на отношения с другими людьми, на общение с подругами, на достижение результатов и все такое. Вот такой курс, он очень большой в плане контента. Здесь очень много контента, и стоимость на сегодняшний день, вполне доступная. Сколько сейчас? Надо уже повышать, кстати. $128, либо 8600 рублей, либо 325 белорусских, если вы в Беларуси. Вот такая стоимость курса. Поверьте мне,
здесь вам этой информации хватит на всю жизнь. И самая главная фишка этого курса, что он у вас остается навсегда. Просто навсегда. Без ограничения. Хотя многие мне советуют не делать курс с пожизненным доступом. Говорят, делай доступ на год. А то ты, Юра, очень сильно разбазариваешь себя. Так, Эльвира, надеюсь, полно рассказал. Хотелось отдыхать, но вообще-то отношения в фокусе. И только кажется, что курс напряжения. Опять напряжение, не хочется впрягаться. Ну, ясно. И мои 3 запроса выше на марафон и на курс тоже. Очень здорово. Хорошо. Вот вроде и активно, и решительно. А что может мешать совершать важные действия? Мария, мы все эти причины проработаем. Может быть много причин. Вторичная выгода как минимум. Почему мне выгодно не совершать эти действия? Что может быть еще причиной? Может быть причиной, что вы вообще гонитесь не за своей целью. Такое тоже очень часто бывает. Но есть очень много причин тому. Так, Эльвира написала отлично. Так, практика уже проходила 2 раза, но не у вас. Тогда не знала о ваших курсах. Ну вот видите. Захотите, пройдете еще и у нас. И правда, очень доступно и интересно. Да. А что еще у нас есть в курсе? У нас есть в курсе, у меня есть записи с живых тренингов, где я провожу демонстрацию. И я эти записи тоже в курс добавляю. Ну, допустим, проходим мы там какую-то технику. И я выкладываю эту запись, где я работаю с живым человеком, чтобы вы видели, как это делать на других, и чтобы могли потом применять к себе. Ну, вот такой у нас курс. Поэтому здорово, спасибо за ответ. Не повышайте пока, пожалуйста. Смотрите, чтобы закрепить себе стоимость, вы можете сейчас просто зарегистрироваться. И для вас я просто помечу, что вы регистрировались еще до повышения. Я думаю, что в сентябре повысим. Ну, ребята, скидка сейчас идет только лишь за счет того, что у меня там не все видеоуроки еще выгружены в доступ для участников. Как только я все видеоуроки выгружу, я очень устану и начну лучше себя ценить. И курс, соответственно, возрастет. Вот такая обратная связь вам по курсу. Хорошо, друзья, мы с вами круто, лампово сидим уже 1,5 часа. Я отвечаю на ваши вопросы. Тут у нас и марафон организовался, и курсом вы интересуетесь, и вопросы классные задаете. Поэтому призываю вас еще пообщаться, позадавать свои вопросы и получить ответы на них. Кстати, ребят, заходите в мой Инстаграм, если вы Инстаграмом пользуетесь, чтобы посмотреть. Там классный обзор у нас в историях висит. Может, через 24 часа исчезнет. Вам, думаю, тоже понравится, как вызвать у человека недоверие и потерять клиента. Я правильно поняла, что, оплатив практика, получаем и контент, и регулярные встречи. Смотрите, контент вы получаете сразу, тот, который уже у нас оформлен и готов. И встречи в Zoom вы тоже получаете сразу. Вот в воскресенье у нас будет встреча в Zoom, вы будете в ней участвовать. Эта встреча у нас будет посвящена полностью теме пресуппозиции НЛП. Будем разбираться, как применять к себе, как применять к другим, как их встроить в себя, как прожить и прочувствовать, и понять, что это на самом деле эффективная модель. То есть, Мария, если сегодня оплачиваете курс практик, то на воскресенье вы уже попадете. А те живые встречи, которые у нас уже было 2 или 3, по-моему, живых встречи с момента запуска этого курса, вы их сможете посмотреть в записи, там тоже есть что посмотреть.
потому что там у нас была встреча про глазодвигательные стратегии, и там очень классные наглядные демонстрации. Особенно я вот помню Надя, которая сейчас присутствует на эфире. Мы на ней очень хорошо, у нее ключи глазного доступа удалось продемонстрировать, даже в какой-то степени почитать ход ее мыслей. Поэтому так. Во сколько встреча в воскресенье? Встреча в воскресенье у нас в 16 по Москве. Ребят, кто в курсе? У нас, напомните. Да, 21 числа, воскресенье в 16:00 по Москве. Поэтому, если хотите еще и на встречу попасть, то можете поторопиться. Да, ссылку на курс я сбросил вам. Если хотите, еще раз продублирую, чтобы вам не искать. Копирую и вставляю. Мне недавно в комментариях, ну как недавно, в начале лета, наверное, писали интересный такой момент, что Юрий, я сейчас готовлюсь к выпускному экзамену, к сертификации на курсе NLP практик. Типа, все подготавливаю по вашим видеороликам. Спасибо вам большое. Хотя изначально, мои дорогие, мой вот этот основной канал, не этот для стримов, на котором мы сейчас общаемся, он изначально и так создавался. Я вообще не собирался вести YouTube-канал, а я преподавал NLP вживую, и у меня просто на курсе, во-первых, люди волновались перед сертификацией, а во-вторых, очень часто задавали одни и те же вопросы, и я снимал видео просто для них, чтобы я им дал ссылку, они посмотрели и меня не терроризировали. То есть это был, в принципе, канал для моих выпускников. Вот. А потом началась пандемия, и я решил, что буду вести YouTube-канал полноценно. Так что пандемия виной тому, что мы сейчас с вами общаемся, и у нас есть основной канал, где уже больше 270 видео, и эти регулярные эфиры мы проводим. Хорошо, Эльвира, я к вам запишусь. Записывайтесь. Укажите, в какой вы стране, потому что там для оплаты из разных стран разные ссылки. Отмечаю за собой, обесцениваю других. Какие практики порекомендуете разобраться в обесценивании? Смотрите. Когда вы обесцениваете другого, то вы поднимаете свою значимость. Прежде всего, в своих глазах. То есть, когда обесцениваете другого человека, вам хочется поднять свою значимость. Способ так себе, но может казаться, что это работает. Поэтому вам нужно задавать себе сейчас вопрос. Здесь на уровне вопросов решается. Что я могу делать для себя, чтобы мое чувство собственной значимости было, или самооценки, было на должном, на хорошем уровне. На самом деле можно сделать очень простое упражнение. Я думаю, оно вам будет полезно даже тем, кто не задавался этим вопросом. Вот Эльвира. Эльвира, я извиняюсь, Эвелина. Прошу прощения, ребята, уже под конец дня не так четко всматриваюсь в имена. Эвелина, для вас специальное упражнение. Оцените сейчас свою удовлетворенность собой по шкале от 1 до 10. Прям представьте некий внутренний барометр, где здесь единичка, а здесь, допустим, десяточка. Оцените, допустим, на 3, на 4, на 5, на 6, на какой ступеньке вы находитесь. И вот так руку зафиксируйте в этом положении. Допустим, если у меня здесь единица, здесь десятка, то здесь у меня там 5. Напишите в чат. Напишите в чат, когда будете готовы. Напишите вот эту свою внутреннюю оценку. Остальные ребята, кто хочет
поработать со своим чувством собственной значимости, можете тоже проделывать это упражнение, можете писать в чат. На 6 из 10. Хорошо, зафиксируйте свою руку. Прям ощутите. Ощутите, что у вас находится это на шестерочке. А теперь задайте себе вопросом. Какое маленькое практическое действие я могу сделать, чтобы моя рука и мое ощущение собственной значимости и ценности поднялось на 1/10 деления? Маленькое практическое действие, чтобы мое ощущение собственной значимости и удовлетворенности собой поднялось с ровно 6 на 6.1. И напишите это действие в чате. Так, у нас на курс записалась Мария, с чем я вас и поздравляю. Несколько позже вам придет на электронную почту письмо-ответ, как произвести оплату, и продублируется вам в Телеграме, и вы сможете произвести оплату. Как производить оплату, вы уже знаете, поэтому я вас поздравляю и буду рад видеть вас на занятии. И вот, Эвелина написала, что ей нужно улыбнуться себе, а Марии нужно сделать утреннюю пробежку. Вот, Эвелина, а попробуйте сейчас улыбнуться себе, так как вы это делаете. У вас есть какой-то свой особый способ улыбнуться себе. Просто улыбнитесь себе и почувствуйте, как ваше чувство собственной значимости и удовлетворение собой поднялось. И теперь, после того, как вы улыбнулись себе, отметьте эту оценку. Мария, ну, соответственно, если вам нужна утренняя пробежка, то утром сделайте пробежку и станьте несколько более довольной. Евелина сейчас нам ответит, насколько после того, как она улыбнулась, стала ее внутренняя оценка. Ирина, тогда вы похвалите себя. Вот то, что вы наметили, что нужно сделать, прямо сейчас это сделайте. И вы увидите очень один интересный эффект, что на самом деле ваша удовлетворенность поднимется не на 1/10 деления, а несколько выше. На 7 стало. Вот видите? Мы знаем, что нам нужно делать для того, чтобы получать желаемый результат, либо желаемое состояние, либо удовлетворенность в чем-то. Но лишь в силу того, что мы ничего не делаем, хотя знаем, что нужно делать, мы продолжаем оставаться в нересурсе и на той отметке, на которой нам быть некомфортно, не кайфово, и ищем сложные схемы, как это изменить. Вот Эвелина все это время улыбалась себе. Умница. Ирина, тоже. Напишите, после того, как вы себя похвалили, насколько поднялось. Так. Мария пишет. Добрый вечер, Юрий. Вопрос: у меня нет авторитета в семье, особенно в глазах 16-летнего сына и мужа. Как быть? На самом деле большой вопрос. Большой вопрос очень. Во-первых, Мария, как вы его, этот авторитет, растеряли? Что вы делали для того, чтобы этого авторитета не было? У Ирины до 10 поднялось. Похвала работает на самооценку, я на себе проверила. Надя пишет. На самом деле, Надя, я слежу за комментариями в чате. Да, на самом деле, вот еще какой интересный эффект от нашего видеокурса. На самом деле, контент контентом, он у вас остается навсегда. Но очень круто, что у нас на курсе, вообще основная идея моего курса не просто там вам
предоставить доступ к хорошему контенту, а сформировать сообщество. И мне кажется, у нас это начинает получаться. У нас реально очень осознанные люди. И самое главное, что мне нравится, что вы задаете эти вопросы в чате, и даже не всегда я успеваю на них ответить, а у нас там есть и психологи, и коучи, и не только. Ну, люди вообще абсолютно разных специальностей и направлений деятельности, и каждый хочет помочь. И вот то, что Надя пишет, что на себе проверила, это же произошло у нас в чате. Надя рассказала там о своей задаче, и ей тут же дали несколько советов. Каким-то советом она воспользовалась, и у нее это сработало. Вот это и есть ресурсное окружение. Потому что, хотя мы все находимся в разных уголках Земли, Надя вообще в Нью-Йорке находится. Та девушка или женщина, которая дала Наде совет, я даже не знаю, где она находится, но тем не менее, суть не в этом. Кстати, Надя, та девушка, по-моему, тоже находится в Америке. Я могу ошибаться, я могу сейчас попутать, но тем не менее. Вот это еще один эффект. Итак, Мария, ответьте, пожалуйста, на вопрос. Что вы сделали для того, чтобы растерять этот авторитет и упустить? А то, что мы проделали вот это вот упражнение со внутренним шкалированием, оно прям очень ресурсное. Мы ставим себе задачу поднять на 1/10 значение, а по факту, когда мы сделаем это действие, оно повышается намного выше. И так вы можете поставить себе целью поднять на еще 1/10. Простое, маленькое действие. Просто всю жизнь долбили, что хвалить себя – это плохо. А сейчас, как у нас говорят, из каждого утюга долбят, что хвалить себя и любить себя – это хорошо. Но стоит очень важный вопрос, а как это сделать? И на самом деле, мне кажется, что никто не даст ответа, как себя там полюбить. Вот чтобы найти этот вопрос, ответ на этот вопрос, нужно на самом деле стараться его искать. Вот тот, кто ищет, тот всегда находит. А что делать, если, например, начинаешь себя хвалить, а вдруг закрадывается мысль в подсознании, а на самом деле ли я молодец? А вот это, Надя, говорит ваш внутренний критик. Вот это говорит ваш внутренний критик. Потому что внутренний критик, он может быть достаточно жестким и жестоким. То есть вот здесь какое-то сопротивление вашим похвалам оказывает какая-то часть личности. Я так предполагаю, что это внутренний критик, но это может быть и любая другая часть личности. И что нам здесь поможет? Работа с частями личностями, интеграция частей личности, либо техника 6-шаговый рефрейминг. Она тоже будет на курсе. Я еще ее не записал, признаюсь честно, но она точно будет. Хотя у нас на основном канале есть достаточно подробный видеоурок, как эту сделать технику самому себе самостоятельно. Поэтому, Надя, поработайте с внутренним критиком. У нас даже на этом канале есть прямой эфир, где я рассказываю, как работать с внутренним критиком. Так, муж изначально поставил меня ниже себя, так как зарабатывал больше. Я посвятила много времени детям, не построила карьеру. Ура! Вы ответили на свой вопрос? Смотрите. Если вы растеряли свой авторитет благодаря тому, что муж поставил себя выше, и вы потратили много времени для того, чтобы заниматься детьми, то, соответственно, есть такой хороший мем в интернете тоже. Перестаньте это делать. Stop it. Да, перестаньте это делать. Наверное, уже пришло время немного заниматься собой и ставить себя у себя выше. Вот смотрите, то, что вы пишете, муж изначально меня поставил ниже себя, мне кажется, что невозможно поставить себя выше себя или ниже себя. Можно просто разрешить себе стать ниже. И, возможно, уже пришло время поставить себя на уровне.
да, вот это внутреннее разрешение. Все, я отказываюсь теперь больше быть ниже. Потому что вот смотрите, в браке на самом деле это же все равно идет сознательный или бессознательный договор. То есть мы договариваемся с другим человеком, как мы с ним в рамках системы, которая называется семья, взаимодействуем и как мы живем. И если вы, может быть, бессознательно, а может быть, в силу ряда убеждений, приняли решение быть ниже мужа, то вы таким образом себя и вели, да? Но теперь в какой-то... И, скорее всего, долгое время вы считали, что это правильно. Отдавать всю себя детям, отдавать всю себя мужу там и так далее, и так далее, и так далее. И вы считали, скорее всего, что это правильно, так и надо, так и треба, как у нас говорят в Беларуси. Так вот, сейчас почему-то вам стало от этого дико некомфортно, если вы задаете этот вопрос, скорее всего. Да, я опять же, я говорю предположениями, я никогда не утверждаю. И как можно поступить? Нужно научиться ставить себя на равных и меньше уделять времени и отдавать всю себя туда, куда вы отдавали. А учиться, и это будет для вас путь. Вы в один момент не изменитесь, у вас не будет какой-то универсальной техники, которая вам поможет прям в один момент вот так вот взять и все изменить. Запишитесь к нам на курс, изучайте техники НЛП, поработайте в личной терапии с психологом. И начнете, во-первых, отстраивать свои границы, лучше понимать себя и найдете выход. Поэтому, знаете, вот здесь муж изначально меня поставил ниже себя, это перекладывание ответственности, да? Но не мог ваш муж поставить вас ниже себя. Это вы решили стать ниже мужа в какой-то момент, пусть даже неосознанно, пусть даже не специально, и вы не предполагали такого развития вот этого сюжета, да? Ну вот я, допустим, не могу поставить себя выше своей жены. Не потому, что я не хочу, может, я хочу. Но я знаю, что она не станет ниже меня, как бы я этого не хотел. И моя жена не станет выше меня, даже если она будет изо всех сил стараться. Вот если мы говорим про вот этих уровней внутренние, поставил выше, поставил ниже, то это все равно внутреннее решение. Я приняла такое решение, потому что в тот момент оно мне казалось оптимальным, правильным. А сейчас я от этого устала, я хочу попробовать что-то новенькое, хочу попробовать жить по-другому. Поэтому можно ставить себя уже несколько выше. Почему нет? Просто чаще всего нам хочется получить сразу мгновенный результат. Вот чтобы сразу. Я поставила себя и хочу, чтобы все было сразу так, как я себе нарисовала. Чаще всего такого не бывает, но я надеюсь, мой ответ вам помогает. Знаете, иногда вот вообще быть клиентом в психотерапии порой это бывает очень больно, потому что нужно осознавать о себе и признаваться себе в каких-то нелицеприятных вещах о самом же себе. Но когда мы начинаем адекватно воспринимать себя, адекватно воспринимать реальность, то жизнь начинает играть новыми красками. Надеюсь, ответил. Мария написала спасибо. Спасибо вам, Мария, за то, что задаете такие глубокие вопросы. Большие и глубокие. Смотрите, если еще коротко, да, вам нужно, во-первых, признать, что да, я сейчас не имею уважения, и да, я сейчас, вот признаться, не муж меня поставил, а я когда-то приняла решение быть ниже его. Первый этап – осознание.
После того, как пришло осознание, это может быть неприятное осознание, можно лить слезы, ой, какая я была дура там и так далее, могла себя вести по-другому. Но это вам не поможет, но не поможет изменить ситуацию, но, как говорится, отгоревать нужно о прожитых там каких-то годах с неэффективным поведением. А потом, когда вы уже отпустили эмоции, после осознания, после эмоций, делаем что? Мы начинаем строить план. Как я буду менять свое поведение, чтобы двигаться дальше, чтобы приходить к тем целям, которые мне необходимы. Хорошо, друзья, можете задавать свои вопросы. Можете задавать свои вопросы. И я еще какое-то время на них поотвечаю. Спасибо за ответы. Я гольф. И это тоже новинка в моей жизни после вашего марафона. Спасибо за вашу работу. И вам спасибо. Спасибо, что цените. Спасибо, Эвелина, что цените. Ну что, мы уже почти 2 часа в эфире. Давайте еще поотвечаю на ваши вопросы. Напоминаю, что вы можете записаться на наш видеокурс NLP практик и даже в это воскресенье попасть на живое занятие в Zoom. Также вы можете попасть на наш марафон, который мы называем кодовым названием «Неудержимые». И как только мы наберем 15 человек, он 5-дневный, достаточно доступный по стоимости. Мы будем в течение 5 дней встречаться в Zoom, обсуждать определенные темы, делать техники и достигать своих результатов. Так, на курсе будет отработка практик с сокурсниками или только самостоятельная работа. На курсе есть бесконечное количество возможностей отрабатывать упражнения с сокурсниками. Для этого нужно иметь немножко внутренней мотивации. У нас ребята так делают. Вы просто пишете в общий чат, который тоже на курсе есть. Ребята, я хочу отработать эту технику. Кто со мной? Созванивайтесь сами, без меня, самостоятельно. В Zoom, либо в любом другом способе коммуникации. В скайпе, в WhatsApp, где угодно. Созванивайтесь и работайте. И очень круто, если вы еще будете писать обратную связь, что вот мы встретились с таким-то человеком, поработали. Наши участники так делают. Они кооперируются между собой, прорабатывают и потом еще пишут обратную связь. Иногда задают вопросы, когда в процессе проработки что-то вызвало у них вопросы. Поэтому вот так мы работаем. То есть, смотрите, отработки между участниками, которую мониторю и слежу я, в курсе нету. Вот мы только вместе раз в месяц работаем. Но все остальное внутри курса вы не ограничены. Созванивайтесь, работайте, общайтесь. Не вопрос. Так, у нас ребята и делают. Да, друзья, можете задавать вопросы по курсу, можете задавать вопросы по марафону, можете просто задавать общие вопросы, на которые вы бы хотели получить ответы в данный момент. И я постараюсь на них ответить.
Ну что, на мой взгляд, у нас получился очень даже такой продуктивный стрим сегодня. Да, будем, наверное, делать ламповые эфиры по пятницам, когда у меня будет возможность. Поняла, благодарю за ответы и за эфир. Мария, буду рад вас увидеть на нашем занятии марафона и познакомиться с вами вживую. Я вас поздравляю. Вы уже оплатили марафон неудержимые и уже оставили заявку на курс NLP практик. Это очень приятно. Очень рад. Ну, а остальным, кто уже на курсе, вам уже повезло. Кто еще не на курсе, можете присоединиться к нашей дружной компании и получить себе пожизненный доступ к хорошему контенту, структурированному, где все идет по очереди, одно за одним, все потихонечку. Пусть вы будете обучаться полгода, год, в любом случае это с вами и останется. Прочитала, что йоги советуют не решать проблемы с психологом, а отделить себя от своей психики и тела и управлять ими. А вы знаете, психологи рекомендуют не решать проблемы с йогами, а просто постараться на рациональном уровне понять, что с ними происходит, какими убеждениями мы движемся, ну и так далее. Ой. Как тяжело с этими йогами. Я не знаю, почему вам йоги так советуют. Мне еще ни один йог не попадался, который бы такое советовал. Но я не эксперт в йогах, я не эксперт в йоге. Знаю несколько человек, которые являются прекрасными психологами и практикуют йогу, в том числе со своими клиентами. Не вижу противоречий, не вижу ничего плохого в йоге, и почему бы ей не стоило заниматься. Но одновременно, я считаю, непрофессионально, наверное, что ли, давать такие советы. Вот Ирина пишет, которая учится у нас на курсе, присоединяйтесь, не пожалеете. Я точно уверен, что вы не пожалеете. Я вот на 200% уверен в своем продукте. И когда я допишу, наконец, все уроки, он точно возрастет в цене в 2 раза, а может быть даже и больше. Знаете почему? Потому что вот когда я учился на NLP практике, мне как раз не хватало такого продукта. Да, у меня было много книг, у меня была возможность пообщаться с тренером, там, задать какой-то вопрос. Но чтобы все было в видеоформате, все структурно и все по полочкам разложено, 1, 2, 3, 4, 5, такого не было. Поэтому я сейчас где-то в какой-то степени даже реализую свою мечту. Вот это то, чего мне не хватало. Поэтому я создаю такой продукт, кто хочет учиться и кто хочет лучше, прям основательнее во все вникать, как это работает, и получать еще обратную связь адекватную, а не почитайте вон ту книжечку, и вам все станет ясно, то одна из вторичных выгод моих создания этого курса. Ну что, друзья, я смотрю, вопросов больше не возникает, поэтому предлагаю на сегодня нам завершить. Делитесь этим эфиром с теми, кому он может быть потенциально полезным. Подписывайтесь на наш канал с живыми эфирами, где мы будем по пятницам делать ламповые эфиры. Ну и вообще много чего интересного вас ожидает вживую. Не забывайте подписываться на основной канал, который называется Юрий Пузыревский NLP Практик. Там уже больше 270 видео про NLP и не только. Заходите в Инстаграм, подписывайтесь в Инстаграме. Там обычно в историях я делаю такие прям живые разборы. И, кстати, отвечаю на вопросы очень часто. Если вы мне в личку в Инстаграм что-то пишете, я вам в видеоформате тоже отвечаю. Это еще один канал коммуникации. Буду рад видеть вас на своих курсах, на марафоне против прокрастинации, на видеокурсе NLP Практик, который очень ресурсный и мощный. Ну и до скорых встреч.
Очень классный курс, даже если несколько раз слушаешь одну и ту же тему, то все равно находишь то, что на что еще не обращал внимания. А вот это, Надя, уже, знаете, больше от вашего подхода. Я на самом деле многие книги перечитываю, многие лекции пересматриваю, переслушиваю, именно для того, чтобы найти то, что я упустил. Это то же самое, как, знаете, посмотреть один фильм 2 раза. Когда смотришь первый раз фильм, ты его видишь одним, когда ты смотришь второй раз фильм, ты уже обращаешь внимание на какие-то другие детали. И это круто. Это на самом деле тоже очень круто и ресурсно и помогает лучше обучаться. Ну что, все ссылки, которые обещал разместить, размещу после окончания эфира. Буду рад вас видеть на своих обучающих программах и на своих каналах. До скорых встреч. С вами был Юрий Пузыревский. Было приятно провести с вами эти 2 часа. 2 с небольшим. 2 часа и 2 минуты. Спасибо вам большое. Всех обнимаю и до скорых встреч.